Да. Вау. Друзья, знакомьтесь, это жопа. Что там впереди? Всего хорошего. Хочется надеяться, что мы доедем. Есть вероятность, что мы будем здесь ночевать. Привет, друзья, я Миша, я на Ямале, и в этом ролике вы узнаете, почему северные дороги – это полный ад. Мы едем на Зимник. Доброе утро. Итак, Зимник. Салехард не связан с внешним миром асфальтированной дорогой. И единственный способ, как здесь говорят, выбраться на большую землю на машине – это Зимник. Дорога, укатанная на снегу. Разумеется, работает она только зимой, весной и летом. Ее нету, она пропадает, исчезает и появляется вновь в декабре-январе. И работает примерно до мая. И вот сейчас мы собираемся проехать по этому потрясающему Зимнику до Надыма, 350 километров нас ждет впереди. И помочь нам согласился Георгий. Спасибо, Георгий. Пожалуйста. Мы доедем же, да? Посмотрим. Георгий не уверен, что мы доедем пока. Хочется на большую землю, потому что сейчас мы практически на острове. Так что погнали по Зимнику. На этом протяжении нет ни единого поселка, ни единой души. Есть только 2 КПП со стороны Салехарда и со стороны Надыма. Я очень переживаю, потому что я очень много слышала о зимниках от дальнобойщиков, и это, возможно, очень опасно, но я надеюсь, что нам повезет и все пройдет благополучно. Подъезжаем к КПП, который отделяет асфальт от Зимника. Надым. Здравствуйте. 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 Дорога здесь вообще плохая. Совсем плохая. Все, это уже Зимник, да? Это вот уже На туго накачанных колесах по Зимнику не проехать. Нужна немного спущенная резина, чтобы сцепление было лучше. Поэтому до каких атмосфер мы спускаем? До 1 атмосферы, да? А было сколько? 2,3? 2,1 было? Сюда? За эту? Что ты ищешь, Настя? Туалет. Настя, мы в снежной пустыне. Любая елка тебе будет туалетом. Там нет елок, мне кажется. А вот это что? Кедр? Резину уже можно продавить даже. Видно, насколько сильно спустилась. А вы с этой колонной идете, да? я сам по себе. А, сам по себе. Да. Ладно, всего Ладно, доброго. давайте, удачи. Выехали на Зимник, будто вышли в океан. Бесконечный снежный океан, тоже с волнами. Кое-где маленькие волны, кое-где подкидывает ощутимо. Сзади лежат вещи, так они прыгают. Очень сильно прыгают. И невыносимо режет глаза, потому что все белое вокруг. Солнышко вышло, высоко поднялось уже над горизонтом и вовсю жарит, топя наш Зимник. А я понял, почему Георгий в очках. Сначала я подумал, блин, какие очки. Теперь до меня дошло. Ну ладно, я думаю, глаза привыкнут. И Георгий говорит, что впереди нас ждет жопа. Да? Полная жопа. Не просто жопа, а полная жопа. А сейчас нам звонил
Человек, который только что доехал до конца, из Салихарда до Надыма, заняло у него это 14 часов. Не знаю, сколько мы будем ехать. Хочется надеяться, что мы просто доедем, потому что нам сейчас приходится рассчитывать только на себя. Связь пропала, ее здесь нету и больше не будет. Вау, 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 блин. Серьезно? Ты еще не жопа была? Я представляла себе зимник немного иначе. Это такое белое ровное поле, где самое страшное это переметы. Или представляла себе замерзшую реку, где большая часть пути проходит именно по ледяной глади замерзшей реки. Но нет, это просто колдовина на колдовине и достаточно трудная дорожка. Да, реальность ударила по Настиным дрёмам дубинкой. И на самом деле все не так. Зимник — это каша, кое-где зимник превращается в говнянник. В низинах, куда стекает уже поталый на солнышке снег, получается каша. Просто каша из грунта, из песка, из снега, льда, воды. Какое-то четвертое состояние воды. Снег и лед, хрен пойми что. И вот по этому месиву, взболтанному еще десятками и сотнями проезжающих здесь машин, мы пытаемся ехать на машине без полного привода. Проехать здесь нереально, это смерть в первые же километры. Из говняника мы выбрались, сейчас едем по вспаханному снегу. Пристегнулись, чтобы не летать. Потому что такие большие колдобины высокие, машина на них подпрыгивает, мы подпрыгиваем вместе с ней. Спасибо Георгию, он старается, мне кажется, как-то не особо жестить. Хотя от него тут мало что зависит. Вау! А вот причина того, почему дорога такая убитая. Большегрузные машины, которые ездят здесь днем, когда вовсю жарит солнце и снег течет. Что говорить, если грузовики могут разбить асфальт или грунт за несколько месяцев? Представьте, что они делают. Что они делают со снегом? Ну, ребята нас решили пропустить. Спасибо. Но только один. Второй пока что нет. Глядите, почему такая колея. Это все из-за них. Это и есть та жопа, о которой ты говорил? Дальше будет еще жопнее? Да блин. Что там впереди? Ничего хорошего. Да ладно, справимся в первый раз, что ли. Ну, давайте, удачи. Счастливо. Колонна, в хвосте которой мы едем, постоянно тормозится, потому что приходится преодолевать трудные участки, и все ждут, пока каждая из машин проедет какой-нибудь склончик или ручеек или речку. А едем мы сейчас по костям, в прямом смысле по костям. Вот за моей спиной семафор и дрезина. Это железная дорога, знаменитый проект 501, который строили после войны зэки. Они делали здесь в условиях вечной мерзлоты железную дорогу из Салихарда до Надыма. Дорогу строили без проекта, проект создавали по ходу строительства, и никакие нормы, никакие правила практически не были соблюдены. Ходят истории, что переезды через реки и ручейки этой железной дороги делали диким образом. Загоняли туда зэков, которые накладывали бревна, на бревна клали рельсы, и потом по этим бревнам и рельсам проходил поезд, груженный зэками, которые делали все это. И если поезд проваливался, то все зэки оставались там. Это мотивировало их делать переправу на совесть. Но те, кто делал не на совесть, оставались на дне реки. И делать переправу начинала новая партия заключенных. Весной 1953 года, почти сразу после смерти Сталина, стройку остановили. Сначала ее решили законсервировать, но потом посчитали стоимость консервации и просто все бросили. Бросили оборудование, бросили инструменты.
Бросили вон там дрезина, она тоже стоит. Брошенное оборудование, инвентарь портили. Разрезали автогеном паровозы, бросали в топку валенки, в мисках протыкали дырки и топорами рубили сапоги. Ну, такие тогда были времена, чтобы никто случайно себе это все не забрал когда-то. Момент истины. Но невидимый нет. Давай, может, я подтолкну. Полезно, он на мостах сидит. 4 часа. Через 4 часа после начала пути мы первый раз сели. Колея, наверное, здесь сантиметров 50 примерно глубиной. И наш УАЗик не смог ее преодолеть. Мы сели, закопались. И толкать здесь бесполезно. Абсолютно бесполезно. Георгий пошел просить помощи у ближайшего самосвала, который тоже, возможно, сел. Ну или что он там стоит-то? Что будем делать? Все, я уже понял. А вторая есть? Камазис спит, поэтому решили попробовать подкопать машину немного. Возможно, получится выехать задним ходом и заехать уже чуть правее колеи, где машина пройдет. Вообще жесть. Колеса подкачаем еще, да? Гош, ну это та самая жопа или нет еще? Вот она, вот она, это и есть жопа. Друзья, знакомьтесь, это жопа. Жопа, знакомьтесь, это мы тут присели. Нет, не хочет. Ничего не происходит. Может, разбудим парня? Копать. Копать, говорит Гоша, не хочет он будить парня, который перед нами. А я пойду разбужу, потому что я не хочу до вечера здесь сидеть. Здрасте. Здравствуйте. Извиняюсь, мы там встряли. Вот, вы увидите. Поможете? Блин, а как вас вытащить-то? Ну, задом сдать, можете сдать немного и на Я сейчас трассе. сам встану. У нас, смотри, вот мы цепочкой стоим. У нас дальше еще машины колоннами вот стоит. Ага. И что делать? Мы не знаем, сами ждем помощи. Что говорить, тут даже 50-тонники завязли. Но вот там вроде едет КамАЗ другой. Вездеход. Сейчас он нас подтолкнет. Я на это очень надеюсь. Даже без слов вообще. Просто трос уже готов. Сейчас его закрепят, и мы поедем. До утра? Нет, до утра не надо. Ребят, ну вы поняли, мы увязли еще один раз. Не последний, ты говоришь? Ты обнадеживаешь нас очень сильно. Короче, подъехал еще один Volvo, самосвал, но он без задней передачи, он не может включить заднюю передачу. И причем он перегородил вместе с нами вообще всю дорогу. Мы не можем ехать вперед, он не может ехать назад, и все, кто сзади, не может ехать теперь вообще никуда. Что делать, непонятно. Придумали схему. Длинномер вытаскивает Volvo, а Volvo в это время вытаскивает нас. Такая вот сложная схема.
Получается целая многоножка. Так. Yes! Да. Отлично. Стой! Ой, теперь надо остановить нашего первого паровозного длинномера, который вытащил 2 машины сразу. Отличный парень, молодец. Спасибо. Мы еще увидимся, я думаю. Проехали мы ровно 10 метров и снова увязли. Дорога жесть полная. Что делать, непонятно. Назад не хочешь? Куда? Туда? Да. У меня уже есть смысл. Да? Эх. Помощь пришла спереди. Вот, на заднем ходе к нам едет очередной самосвал. 50-тонник. Сейчас будем коннектиться к нему. На этот раз нас вытянут вперед. Сидим на мостах. Привет. Там все стоят. Я чувствую сейчас азарт такой, адреналинчик спортивный. Получится у нас выехать, получится у нас доехать до Надыма, или нам придется где-нибудь разворачиваться и ехать назад. Хотя я уже не уверен, что назад мы тоже проедем. В углу сейчас появилось голосование, сможем мы доехать до Надыма или нет. Обязательно откройте, проголосуйте и досматривайте ролик до конца. Узнаете, были вы правы или нет. Итак, 3-й раз нас пытаются вытащить. Как бы он сам не завяз. Короче, мне кажется, он сам завяз. Давай, парень. Все, это просто, это финиш. Это финиш. Давай, yes. Поехали. Спасибо, ребят. Спасибо. Какие у тебя впечатления? Как говорится, у кошки 8 жизней. Сколько жизней у УАЗика, сколько у нас будет попыток и возможностей вылезти из той полной жопы, про которую предупреждал Гоша, я не знаю, но хочется надеяться, что мы доедем. Полпути мы прошли. Едем дальше. Четвертый раз, Настя. Четвертый раз мы сели. Назад-то мы не доедем сами. Назад-то доедем, пробьем. По этой дороге мы доедем назад, до базы той. Ты твердо решил назад ехать? Но кто-то же проехал туда сегодня утром. Утром машина выезжала. Это, они выезжали, пока грузовые не расхерачили. Ну давай еще попробуем. Давай попробуем вперед еще, давай попробуем. Трос лопнул. Лопнул! Все, на один раз. У нас лопнул трос. Че, едем вперед? Давай. Гош сейчас сказал, короче, назад едем, это ебли просто. Вот, я не успел это заснять, но едем назад, едем назад. Если вы проголосовали, что мы не сможем доехать, то вы молодец, вы предвидец, вы, возможно, Ванга у вас умерла. Возможно, вам стоит попробовать свои силы на битве экстрасенсов ТНТ, не знаю. Короче, вы очень крутой. Рассказываю, что происходит. Самосвал сейчас проделывает вот здесь вот нам колею, чтобы мы могли потом в нее заехать
и развернуться, потому что другого способа развернуться, как вы понимаете, здесь просто нету. Здесь либо вперед, либо назад задней передачей. Далеко мы на ней не проедем. Поэтому мы разворачиваемся здесь и едем назад. Такие дела. Пока. Пока. Спасибо. Счастливо. Развернулись. Пристегнулись. Пристегнулись. Ой! Да. Назад мы тоже недалеко уехали. С небес нам прислали еще один спасительный КАМАЗ. На этот раз он помогает нам выехать, чтобы мы добрались обратно уже до Салехарда. Ну что же, 7-й или 5-й или 6-й или 8-й раз, я не считал, если честно. Уже запутался. Ой, блин. Канат-то у нас наполовину лопнутый. И это опасно. Поедем до более-менее нормальной дороги хвостом на КАМАЗе. Если трос нас, конечно, выдержит. Как у тебя настроение? У меня все отлично. Правда? Я подкрепляюсь апельсином. Ой, спасибо. Еще лопнул. Вообще на какой-то херне едем. Ребят, все, тросу кирдык. Тросу кирдык. Где он лопнул-то? А он соскочил. А, соскочил, не лопнул. Фу. Нет, тросу не кирдык. Друзья, я ошибся. Но у нас от него мало что осталось. Хочешь перевязать, да? Сейчас я его свяжу. Давай свяжем его лучше. Соскочил, блин. Соскочил? Ну, еще его он порвался. Дорога плавно превращается в настоящий океан, не снежный, из воды. Все тает, все течет. Грузовые машины все разболтали. Настюха не унывает. Настюха никогда не унывает. Но есть вероятность, что мы будем здесь ночевать и не сможем доехать ни назад, ни обратно. Сейчас мы примерно на половине пути. Блин. Да ну нахер. Блин, он тоже влип, что ли? Нет, он просто меня не может стащить. Рывок. Все. Теперь точно все. Вот что осталось от нашего каната.
Вот это. Решили цепануть за трос теперь. Прям крючком. Затащили. Фу, дотащили нас до базы. Дальше можем проехать. Ну, хочется надеяться, если дорога совсем не расхерачилась и не расползлась. Зимник тает прямо на наших глазах. Там, где еще час назад был твердый снег, по которому мы ехали, сейчас уже все мокро, влажно, летят брызги, и колеса скрываются практически полностью. Доедем ли мы назад? Вот в чем вопрос. Вон уже нормальная дорога. Мы не доехали метров 200. А просто до дороги, на которой мы можем ехать, мы не доехали вот пару метров буквально и закопались. Ну что, доехали назад без таких приключений, как туда, снова в Салехарде. Спасибо большое, Гош, тебе. Так все. Это была отличная поездка, несмотря на то, что мы не доехали куда нам нужно. Тем не менее, она получилась потрясная, зажигательная, бомбическая. Надеюсь, вам понравится. Если вы хотите покататься так же или доехать куда-нибудь из Салехарда до Нового Уренгоя или до Надыма, то пишите Гоше, он вас довезет. Телефон Гоши под роликом. Будете в Салехарде, звоните. Ну а сейчас подписывайтесь на канал. Вот прямо сейчас подпишитесь на канал. Поставьте этому видео лайк или 2. Настя, попроси поставить лайк. Поставьте лайк. Вот. И увидим мир вместе. Мы продолжаем наше путешествие. Пока-пока. Пока.